кто это такой мальчик? Красавчик, в свитерочке. Сказали не опускать на землю, но как же не опустить на землю? Сказали не гулять, как же не гулять? Ну заходи, заходи. Мы на тебя посмотрим, какой ты красавчик. Девочки, мы только что с груминга. Ну как только что, часа полтора назад пришли. Эх, Жорка так трясся, так переживал. Да, я уходить, оставлять его, он как начал трястись. Тебе не понравилось? Нет, совсем не понравилось. Головой крутит. Я ушла на 2 часа. 2 часа над ним колдовали. Девочки, цены на груминг. Обняться и плакать. Конечно, люди, которые умеют сами стричь собачек. Но я вот так красивенько не подстригу. Жорка такой стал худенький, такой красивенький. И совсем он не толстенький. Вот такой вот. Вот такой вот красавчик. Мужу отослала видео с новым Жоркой. Но через 2 месяца, через полтора, Жорка опять станет весь заросший. Ну, короче говоря, я понимаю людей, которые не могут себе, своим любимым собачкам, позволить груминг. Очень выросли цены на все. Я попросила, чтобы его немножко покороче подстригли. И мордочку, ушки, лапки. Да? Обратно я его одела. И, кстати, у нас вот это из-за шлейки нашей, из-за широкой, колтуны. Сейчас я вам покажу, какая она шлейка и что нам посоветовали купить. И мы у них купили другую шлеечку, летний вариант, бикини. Вот, девочки, смотрите, вот у нас вот такая, да, она мне даже больше нравится. Но из-за нее на груди у него такие прям колтуны, они еле их расчесали. Я вообще пыталась, у меня есть пару расчесок разных, но самое главное вот это, он ее не любит. Я не могу вычесать, и я спреем вот этим вот брызгаю. Жорочка, я ничего не буду делать, я уже убираю. Убирай, Сонечка, выходи сюда. Короче говоря, вот от этой шлейки на груди прям сильные колтуны. Вот здесь вот под ней. Девчонки посоветовали, у них там сразу все продается, и одежка, и все. Прямо в груминг-салоне. Они посоветовали нам вот такой вариант облегченный. Да, летний мини-бикини. Да? Видите, какой он красавчик. Это кто? Это Жорик? Я не знаю, кто это. Кто это вообще? Это какой-то новый мальчик. Понес разбираться. Куда потащил? Все, сейчас он ей вставит. Ну, в общем, этот вариант мне нравится, что ему там, как бы, мне кажется, ничего не давит. Ну вот, ну, у нас колтуны из-за нее. Посмотрим, как будет стоить. Может, получше. Ну и что ты будешь с ней там делать? Будешь примерять? Нам с тобой надо еще ее правильно... Ты сейчас ее сгрызешь, и все. И все будет коту под хвост. Надо еще ее отрегулировать. Жорчка. Следующий этап у нас поход к ветеринару. Будем решать проблему с зубами. Что такое? Ну что ты такая противная собачка? Ну что такое? Игривый, скажи я. Я игривый. В общем, обратно нам сказали на землю его не ставить. Ну как же, как же. Мы, конечно, нашли лужайку с зеленой травкой. Немножко побегали. И пока он был не в своем районе, а груминг у нас ну, далеко от дома, скажем так. И мы как бы на руках, незнакомая территория. Но как только мы подошли ближе к дому, Жорка оживился, сразу попросился на землю и побег. В общем, мы еще кружочек сделали. Я говорю, пошли кушать. Пришел, девочки, как влупил корма целую миску. Но, знаете, какой у нас секрет? Секретов никаких нет. Мы немножечко добавляем водички в корм. Вот чуть-чуть. Там буквально 1-2 столовые ложки кипяченой водички. И он думает, что это супчик. Оно чуть-чуть постоит там пару минут.
это сухое зерно, ну, корминки. И он с удовольствием ест. Так что вот так вот. Тьфу-тьфу, пока так. Получился настоящий красавчик Мальтипу, да? Муж говорит, он на пуделя похож. Я говорю, да не, на пуделя он не похож. У него нету такой длинной мордочки. Он когда заросший, он на баллонку маму похож. Ну, сейчас такой, хоть увидели. Где там животик? Пузика есть? Или ты худенький мальчик? У нас же новая игрушка. У нас же хрюшка. Мы вам не показывали. Но это просто любовь. Уже уши пришивались, глаза вставлялись. Ну, не вставлялись, а глаза убрали, которые пластмассовые. И ниткой наметили там, где должны быть глаза. А что ты там делаешь? Там еще один глаз есть? Что-то он там отрывает. Ай! Злится. Я не буду трогать твоего друга, я просто посмотрю. Злюка. Гуляли с ним, гуляли, а он все равно просит гулять. Ходит за мной следом. Просится гулять. Ну, мама, скажи, ну пошли, пройдемся. Второй раз за сегодня на 10-й этаж. Ну так не хочется Жорка подниматься. Страшно. Сегодня с 6 утра нет света. Давно нам свет не выключали, конечно. А сегодня где-то в 6:20 отключили. Обещали 18:00. Уже без 5. Без 10. Но я посмотрела, там пишут, что уже перенесли на 9 вечера. Не знаю. А это капец. Что-то мы уже расслабились. И у нас уже все посадилось, да? Но у меня еще пауэрбанк мой 89%. А что делать? Идти с песиком гулять. Девочки, у нас закат. Жорка пошел на вечернюю прогулку со старшим сыном. Я говорю, нет, я второй раз на 10-й этаж подниматься не хочу. Я так сегодня устала. Пока туда на Сахарова его оттащила, Жорку. 2 часа там мотыляла, ждала, пока его подстригут. Потом обратно тянула, пришла, нету света, с 6 утра его нет. Забралась наверх и вроде начала одеваться, он такой довольный. Я говорю, нет, что-то я чувствую, что я отъезжаю. Ой. У меня в планах, девочки, помыть здесь окно. Одно осталось. Уже во всей квартире окна вымыла. Здесь не доходят руки. Но я думаю, что завтра после обеда, возможно, я это воплотю в жизнь. Воплотю. Ой, сейчас хочу пойти посмотреть комментарии, которые на рассмотрение, есть ли такие на канале, и поотвечать, и посмотреть, что вы там написали. Спасибо, что подписываетесь, что пишете, что смотрите. Рада делиться с вами своими новостями и показывать вам Жорика. Кстати, девочки, после кардиолога, была у кардиолога, так вам и ничего не сказала про то, что я посетила кардиолога. В общем, у меня двоякие остались ощущения после посещения специалиста. Дело в том, что кардиограмму-то я сделала, заключение, расшифровку, как бы заключение мне сделал какой-то вот доктор, который онлайн делает вот это заключение. Но доктор, у которого я была на приеме, посмотрев на мою кардиограмму, прочитал ее совершенно в другом ключе. И шла я к доктору, прочитав заключение с хорошим настроением, но доктор меня ошарашил, и я под впечатлением. В общем, надо еще одно мнение. И я раньше посещала в поликлинике доктора-кардиолога, но сейчас в поликлинике все поубегали почему-то. И по приемам расползлись по частным клиникам. Я вот только сегодня нашла своего кардиолога, которому ходила несколько лет в частной клинике. Завтра буду звонить, узнавать, как не попасть. Представляете? Потому что в Хелси ищу ее, написано, приема нет к ней.
В общем, вот так вот. Ну, в интернет такая великая сила, я ее нашла в частной клинике по имени и по фамилии. В общем, девочки, пойду к ней, покажу, что мне там поназначали. Конечно же, вы же понимаете, у нас сейчас терапевты, кардиологи в первую очередь при каких-то жалобах на сосудисто-сердечные вот эти все вещи сразу вам статины назначают. Мне точно так же назначили лечение, и в состав лечения статины входят. Не знаю, как вы, но я что-то боюсь статины, много побочек. Надо 10 раз подумать, прежде чем начинать их пить. Так что вот так вот. Кто пил статины, напишите свои, кто пьет статины, напишите, как вы себя чувствуете, и напишите про ваши ощущения, особенно про побочки, потому что там и печень плохо себя начинает чувствовать, и может развиться сахарный диабет второго типа, и мышечные боли, и много-много всего нехорошего. Так что вот так вот. Девочки, Жорик уже возвращается с прогулки. Не прошло и 15 минут. Не хочет без меня гулять. Так, я посмотрела комментарии, те, которые на рассмотрении. Вот в сообщество. И вот опубликованные вот на рассмотрение. Применить. Там есть парочку, которых можно как бы опубликовать, а остальные все фигня фигней, которые можно поудалять. Вот так вот. Все чистенько. Девчонки, мальчишки, нас уже вот сколько. Спасибо вам большое, что подписываетесь. Обняла. Мы с Жоркой сантехники. Да, Жорка? Жорка проснулся от того, что... Вернее, я проснулась от того, что Жорка лает, да? Фух. Потекла у нас труба. Вот здесь вот дырка. И мы, короче, спасаем, короче, мы, да, Жора? Спасаемся мы. Спасаем соседей от наводнения. Вон сколько воды стоит. Капец. Вот так вот. Сначала была тревога. Мы не спали. А теперь у нас труба потекла. Ну, грохот такой был, вода как пошуровала, что просто ужас. 4:25 утра. Мы боремся с Жориком с наводнением. Я надеюсь, до соседей не это самое не дошло. Ой, я очень надеюсь, что до соседей не дошло. Жорику положена сахарная косточка. Да, Масянька? Мама бы дрыхла и не слышала, что там потоп. Да? Жорочка услышал, начал лаять. Умничка. Теперь надо крепко заснуть. В час ночи тревога была, шахеды. Тревогу мы не слышали, шахеды слышали. Не давали спать нам, да, сволочи. Глазки закрывает. Баю-бай. А потом пророс. Ну, слава богу, не стояк. Вот эти долбаные эти шлангочки. У меня уже второй раз. Я вам утром расскажу, что было у меня такое уже. Много лет назад с этими же шлангочками на другой квартире. Очень, девочки, если вы даже уже их покупаете, как временное такое, временный вариант, то, конечно, следите за этими шлангочками, покупайте сразу самые дорогие. Вот эти у меня сколько простояли. Я не знаю, может, муж уже их менял. Но мне кажется, что они, наверное, с ремонта у нас. Ну, сегодня он получит пистон, я ему вставлю. Скажи, почему за своим хозяйством не следишь? В смысле, за вот этими всеми трубками.
Ну там иди знай, в какой момент, в каком месте рванет. Я, конечно, сразу сориентировалась, побежала, закрыла стояк. Хотя с парасоня. Все, девочки, 5 утра. Хоть трошки посплю, потому что в 7 утра нам даже раньше подъем в школу. Девочки, знаете, что я думаю? Как мне завтра, пока муж приедет, он же у меня в командировке с этими генераторами, где-то по области ездит, чинит, спасает всех от отсутствия света. Так вот, у меня получается там, ну, как же стояк, да, холодное, горячее, ну, 2 шланга. Один шланг прорвал. Я выключила весь стояк. А как мне сделать так, чтобы вода была? Я так понимаю, что прорвал у меня холодный стояк. Ну, не стояк, холодный вот этот шланг с холодной водой. Потому что если прорвал горячий, то шуровала бы вода с бойлера. Правильно? Правильно. Вода была холодная, мне было очень некомфортно. У меня штаны от пижамы все мокрые. Сейчас сушатся на батарее. И это перед стиркой. И, короче говоря, если бы прорвал горячий, там был бы пар, да, был бы, значит, холодный. Значит, я должна, девочки, чтобы включить стояк, повернуть в ванной кран на горячий, да? Вот этот вот. В горячую сторону повернуть. Аня, что тебе не спится в 5 утра, бля, инженер? И, короче, повернуть на горячий, ну, закрыть его. А вот, да? А, нет, девочки. Это все нет, это все неправильно. Дело ж не в кране. Горе инженер. Оно все равно потечет. Потому что оно ж до крана прорвало. Блин. Не, там никак не перекрою. Только мужа ждать. Капец. Я уже раскатала губу. Не, так не получится. Я подумала, что если я поверну кран только на горячий, то вода будет только по горячему шлангу идти. И я тогда, ну да, тут же кран был закрыт, и оно пошуровало. Нет, что-то никакой из меня водопроводчик. Так, все, девочки, спокойной ночи. Вернее, всем доброе утро. Мне положена сахарная косточка. Он спас 10 этажей от потопа. Ты самая лучшая собака в мире. Я не знаю, я так и не поняла, но я не пойму, от чего я проснулась. Бо грохот был приличный, когда вода. Но я не знаю, кто из нас первее проснулся, Жорка или я, или одновременно. Но я, естественно, от лая проснулась. Потому что он же прям здесь лаял, он побежал в коридор и лаял на ванную. Так что я считаю, что он нас спас сегодня. Самая лучшая собачка в мире. Что ты там нюхаешь? Ты уже покушал. Ты сегодня был молодец. На задних лапах стоит. Да. Мы с утра уже сделали ему завтрак вкусный. Да, Жорочка? Сейчас мама пьет кофеек. И попозже отправимся. Ой, девочки. Ночь была еще та. Да, ужас. Всем жалуемся. Да? Ну, все поправимо. Вернется Сережа, все починит. И все будет как прежде. Но самое интересное, девчонки, шлангам этим всего лишь 2 года. Так что обязательно за ними следите. Причем купили не самые дешевые. Одни из лучших купили. А те, которые до этого стояли, вместе продавались с краном, с майдадыром, они вообще были фирменные, они 9 лет простояли. И мы решили их поменять, потому что ну как же, 9 лет. И в итоге они через 2 года рванули. Да? Мы с Костюшей сегодня первые проснулись, я муж в школу. Я говорю, Костик, мы прям с тобой помятые. Покормила завтраком, побежал. А я сейчас какой-то супчик сварганю и пойдем с Жоркой на прогулку.
Не говорю волшебное слово, потому что сейчас не даст мне покоя. Ой, девочки, у меня с утра вареное яичко было, творожок с маленькой такой чайной ложечкой меда и кофе. И бутерброд. Так что кто завтракает, всем смачного. Надеюсь, что сегодня будет хороший день. Девочки, у меня одна рыбка в аквариуме того. Я когда чистила все-таки аквариум, вот кто остался там, плавает. Мне кажется, что я задела оранжевую свою рыбку. И мне кажется, я ее поранила. И она потом так боком-боком плавала. И все. Я, кстати, не могу ее найти. Мне кажется, что они ее сожрали. Вот так вот. У нас сегодня солнечно, замечательно. Новости еще не смотрела. Своих новостей по горло. Сережа мне отписался. Я же ему вот это в 4 утра. Ну вот это же у меня случилось со шлангами. С одним шлангом. В начале 5 утра. Я давай ему там видео снимаю. Вот это ж голосовые отправляю. Но он не проснулся. А утром уже где-то без 6:45 слышу, тарабанит мне, разбудил меня. Говорит, елки-палки. Да. И вроде как есть один шланг, но я ж не смогу его поменять, девочки. Сифон я могу почистить, я умею. А так, чтобы прям раскрутить кран и там все это сделать, я не смогу. Да, ради бога, у меня там запас воды есть, канализация работает. Сейчас буду выливать, заодно обновлю водичку. В общем, вот так вот. Кто спал, а кто и не спал. Девочки, с утра, короче, такая была несчастная, прям вообще спать. И вроде не хотела, но такая усталость, прям ужас. А сейчас вот немножечко разошлась. Помыла уже полы здесь. Пылесос надо еще включить, но это попозже. Пускай все проснутся в округе. В общем, привет вам из Одессы. Сижу вот это, смотрю на свой завтрак. Померила с утра сахар. Знаете, с утра натощак у меня сахар был 5,9, девочки. И я потом выпила еще 1 стакан воды. Вымыла полы. Короче, по кухне тут шуршала. В течение получаса, 40 минут перемерила. И я захотела есть после стакана воды где-то через полчаса, теплой воды. Измеряю, девочки, 4,8. И сейчас надо будет измерить, вот я в 9 покушала, в 11 посмотреть, должно быть не больше 7,8. У меня же просто мама со 2-м типом диабета, папа с гипертонией был, мама со 2-м типом диабета. Так что надо... И я смотрю, что я сожрала 2 небольших, но бутерброда с рыбой, с белый хлеб. Не так страшно масло сливочное и рыба соленая. Хлеб белый. Углевод быстрый. Сейчас как долбанет глюкоза. Мне прямо интересно. Должно быть не больше 7,8. Я померяю. У меня еще есть вот эти вот штучки. Короче, я знаю, что это уже преддиабет, девочки. Надо аккуратно. Надо свой образ жизни, питание корректировать. Но это так скучно. Ну как вот жить и ничего не съесть, да? Это вообще. Ну вот так, не знаю. 5,9. Вообще это все фигня. Надо сдать вот этот гликемированный, да? Так он называется. За 3 месяца который. Он все покажет. Так что вот так. Потому что глюкоза может в течение дня меняться в течение часа 150 раз. Ой, короче, вот так, девчонки. Девочки, ну обидно, да? Когда знаешь, что в кране есть вода, а тебе надо в этих мисочках полакаться. Ну, а что сделаешь? Девочки, довариваю супчик. Белый грибочек. Вот кусочки такие хорошие. Овощи, картошечка и
филе индюшатины. Лучок целиком. Сейчас, наверное, я посмотрю, но он такой густоватый. Думала вермишельки бросить. Потом думаю, ну зачем в грибной суп вермишель? Хотя можно. Так, делаю тише. И накрываю крышечкой. Все, сейчас с Жоркой пойдем гулять. Ждет, когда я уже наконец-то доварю этот суп, да? И мы с ним соберемся и пойдем. Скоро. Еще парочку минут. Давай, неси мячик, неси. Ой, какой молодец. Ой, какой молодец. Все, я кидаю. Лови. Неси давай, неси. Жор, бери мячик. Что-то уже девочки съел. Может, чипсу. Бог его знает, я так и не усмотрела. Одену на твой нос тебе намордник. О, уже генераторы работают. Но у нас пока свет есть. Суп мы успели сварить. А у Жорки, держи. А у Жорки будет корм на обед. Сейчас набегается и будет корм. Давай, давай, молодец. Девочки, произвела измерение сахара в крови. Капиллярной крови. Через 2 часа после еды в 11 часов. Короче, 5,9. Завтрак был такой себе легонький. Жора, а где мячик? Все, ребята, мы закатили мячик, и он боится туда идти. Ну и что? Пойдешь, заберешь? Иди за мячиком. Боишься? Иди, иди. Боишься, да? Эх. Ну что теперь делать? Жорка увидел. Сейчас тебя залюбят, зацелуют. Будешь знать. Какой смешной. Красавцы. Девочки, забрали мы мячик. Зашла в школу с Жоркой, говорю, это самое. У нас-то мячик закатился, можно? Слава богу, генератор уже выключили, свет дали. Девчата говорят, да мы ж вас знаем, ваш же старший сын учился у нас. Конечно, заходите. Заходите почаще. Скучно девчонкам там сидеть на проходной.